Всем привет! Сегодня у нас будет гайд на Омана. Буду показывать различные фишки, говорить его плюсы и минусы и как его использовать, чтобы выигрывать в ранкедах и не только. Начнем обозревать данного агента. Он, в принципе, играбелен на всех картах, но я начну именно с блайнда. Для меня эта мапа является одной из самых хороших и удобных для данного персонажа, потому что он, ну, здесь всего 4 прохода, да, Здесь, и они здесь. довольно-таки узкие, где его способности хорошо себя проявляют. А, Давайте начнем, пожалуй, с того, кем сейчас является Оман. И вот найдем отличие, допустим, как от других персонажей смокеров. Сравним, пожалуй, пока что с Астрой, ну и с Вайпер. Ну ладно, давайте по всем пройдемся. Вот. В основном сейчас, если использовать Омна, то это Double Smoke. Ну, композиции, если мы берем профессиональные, да, игры. Это берутся Вайпер плюс Оман, да. Или там Вайпер плюс Астра, Вайпер плюс Брим. У каждого смокера, да, своя роль. Понятное дело, то, что там, если мы берем обычные матчмейкинги, то у Омана будет такая же роль, в принципе, наверное, как и в соревновательном режиме. Ну, именно на про-сцене. Он будет опорником. Он не может играть такую роль, к примеру, как Астра или, наверное, Бримстоун, да, потому что у него вот такие у него нет, ну, он может дать смоки, к примеру, да, но у него нету больше каких-то способностей, которые могут, когда ты прибегаешь на точку, как-то хорошо помочь, да. Конечно, можно флешкой, но флешка лучше хорошо, если ты изначально занял Здесь. хорошую позицию и можешь Ослеплен. грамотно использовать свою способность, чтобы остановить выход оппонентов. Вот, поэтому в основном идет как опорник по сравнению с другими смокерами. То есть Астра может быть роумером за счет своих арбов, она может бегать по всей карте, да. Бримстон, в принципе, тоже может быть за счет там своих моликов, там, то есть, к примеру, дать смог Здесь. сюда, убежать там Здесь. под А, или там до конца стоять под Б, дать молики, здесь холодить точку. Он может быть как типа опорник и роумер. Астра тоже может быть как опорник роумер, а мне кажется, он в основном выступает как опорник. Ну, очень редко роумер, я думаю. Прям очень-очень ситуативно. Перейдем сначала к обороне по-быстрому. Оман хороший в обороне, как я и на примере Байнда взял. Хорош в узких пространствах за счет того, что у него вот такая прямолинейная обилка, которая может Вижу застопить неподалеку. весь выход. В основном, когда вы давите данную флешку, вы увидите такую картину, то что кто-то зажимается сюда, убегают вот сюда, или оппоненты просто полностью с куполом на голове, черным бегут в сайт и ничего не видят. Вот, поэтому он очень хорош в таких пространствах. Также одно из преимуществ, чем отличается его ну, от других смокеров, это one-way смоки, которые мы, в принципе, Ставлю преграду. все оман-мейнеры любят использовать. Как кидать one-way смоки, немножко чуть позже расскажу. Вот. За счет того, что у тебя есть one-way смоки, атаке будет неудобно как-то распикивать данную точку, у тебя есть преимущество, и ты можешь находить легкие киллы. Что такое one-way смоки? One-way смоки это, в принципе, такие смоки, где ты видишь оппонента намного раньше, чем они тебя. То есть, если мы сравним, вот, на примере Ставлю данного преграду. смока, когда я увижу оппонента, я его увижу вот тут вот, находясь в довольно-таки выгодной для меня позиции. А если я здесь буду как-то проходить, я его, ну, как вы видите, не вижу. Могу присесть, но для меня это будет невыгодно. Я увижу только его пятки. Нужно где-то примерно понимать, где у него голова находится. А это иногда очень сложно. Телепорты. Телепорт на короткие дистанции. Это очень, опять-таки, хорошая тема, чтобы быстро менять свою позицию, к примеру, после килла. К примеру, мы берем, опять-таки, это же шорт, делаешь быстрый килл, убил. Ой, ну так вы умрете. Лучше вот такой вот телепорт давать, и вы быстро можете сменить позицию, уйти и дать там флешку, к примеру, да. Поэтому это очень хорошая обилка, чтобы запутать оппонентов. Если мы берем защиту. Также, к примеру, э, можно занимать за счет этого high ground.
и занимать довольно-таки неожиданные англы, как вот, к примеру, если мы берем опять-таки эту мапу, мы называем это тройка, вот на тройке стоишь сверху, можешь принимать оппонентов, или на двойке тоже хороший англ, который иногда начинают забывать, если долго его не использовать. Вот. В комбинации с флешки, помимо того, что вас не слышат, вы можете делать какие-то наглые мувы. Дали флешку, ты пешнули сюда, вы можете убить здесь чувака, который еще до сих пор находится под влиянием флешки. Он вас не видит, не слышит эти телепорты, и поэтому можно делать иногда такие наглые мувы. Ну и, конечно же, ультимативная способность, она, к примеру, хороша будет, если вы решили укрепить, к примеру, точку А, у вас здесь трое, и 2 под Б. У вас 2 под Б говорят информацию, что у них выходит, и у вас есть быстрая ротация. К примеру, вы можете телепортироваться сюда, да, и дать флешку там на выходящих. И вы можете зафлешить только тех, там, кто упал и так далее. Ну, вдалеке надо быть осторожным. Либо вы можете сделать агрессивный телепорт, к примеру, в спину. Чтобы пока ваши союзники сдерживают, к примеру, вот в садах там в окне челов, то вы можете успеть в спину кого-нибудь наказать. За то, что там, может, не обратили внимания, то, что вы заюзали телепорт, или просто невнимательно играют, и вы можете развернуть ситуацию за счет своего такого телепорта. Mech looking for damage, and it's going to get the win here. Switching the position, they've heard it. They can expect this corner, but they're not. Ready to go with another. Теперь перейдем, соответственно, к атаке. То есть защиту более-менее мы разобрали, какие плюсы, минусы и так далее. Теперь переходим, ну, как я опять-таки повторяюсь, к атаке. Персонаж в атаке, мне кажется, он должен играться агрессивно. То есть это не обычный, к примеру, смокер, как там Астра или Бримстоун, но именно такие способности, которые могут позволять тебе самому создавать пространство для игры не только себе, но и своей команде. Один из примеров, рассмотрим. На этой карте я, к примеру, выкатываю такой смог. Оппонент не понимает, что происходит. Я там могу дать еще один смог и просто наглую игру проводить. И пока оппоненты не понимают, ты тпшнулся я сюда, не тпшнулся. В одном раунде я могу туда тпшнуться, да? Во втором я повторяю такой же мув, но я тпшусь назад. Но они не будут знать, типа, там я, не там и так далее. То есть для них это может быть довольно, неожиданно. Вот, то есть вы можете делать такие наглые мувы. Плюс флешка его очень хороша для выбивания каких-то, как я и говорил, в защите это чтобы останавливать, да, в довольно-таки узких пространствах, то в атаке она хорошо выбивает такие пространства. Вот, к примеру, окно. Флешка просто все флешит, и ваши союзники могут спокойно заходить в окно и понимать то, что оппоненты здесь full blind, и они ничего не могут с этим сделать. Главное, чтобы хорошо тиммейты доиграли. Смоки, в принципе, они, как говорится, везде одинаковые. Спокойно можно пространство закрывать. Тут больше как бы нечего сказать. Телепорт, как я и говорил, вы можете создавать спейсы. Показывал примеры, как можно это делать. И ульта, она очень хороша, к примеру, при фаст раундах. То есть, к примеру, вот мы делаем фаст Б раунд. Там дал там вот в начале раунда подхожу, дал флешку, дал смок, и там телепорт, к примеру, сюда даю и пытаюсь как создать спейс, пока у меня мои союзники там пушат Б-точку, к примеру. Это просто один из примеров телепорта. Можете телепортироваться в любую точку. Вот. Одна из особенностей, которую вы должны знать на Омане, то, что вас, когда вы делаете телепорт с помощью ультимативной способности, вас слышат очень хорошо в радиусе где-то 20 метров примерно. Вы можете на глаз это примерно понимать, как это на минимапе выглядит. То есть вот я поставил точку, это 20 метров, и когда я ульту, я понимаю то, что если я ультану, к примеру, вот сюда, то меня здесь могут услышать, да. Кстати, получается, примерно вот по радиусу то, что
видно по минимапе, когда я ультую. Да, вот видите края. И я проверял то, что где-то вот до 20 метров слышно хорошо, вот с 20 там до 24 метров слышно уже, ну, не особо разобрать, особенно если есть какие-то дополнительные звуки, там в виде ревилов, дронов, я не знаю, рейза вылетает и так далее. Очень тяжело услышать телепорт Омана. Вот. Поэтому, знаете, это то, что когда вы телепортируетесь, к примеру, вот сюда, то вас может, в принципе, услышать весь сайт, и вы не будете такой э, неожиданной фигурой в данном файте. Вас могут ожидать спокойно. Только, опять же, если я сказал то, что ваши тиммейты не будут шуметь на точке. Вот. Теперь разберем еще некоторые фишечки с телепортом за атаку, а именно со спайком и с некоторыми фишками с оружием даже. Может быть, на турнирах вы видели, когда какой-то Оман, а может даже я забирает, использует ультимативную способность куда-то, и у него появляется неожиданно пачка. Типа, как это работает? Я как понял, то что я смотрел первый момент, если вы просто телепортируетесь, а потом отменяете, типа, если вам сломали ультимейт, то вы не забираете пачку. Вот, то есть поэтому долго нельзя это делать. Надо всегда, когда вот вы нажимаете, сразу отменять, чтобы вам не успели сломать ульту, и вы могли забрать пачку. Вот. Это одна из фишек ульты Омана, которую можно использовать в атаке. Поэтому недавно бывала там такая мета, ходила у нас на профессиональной сцене, да и в матчмейкинге тоже я замечал, это было. Вылетает рейза пода, одна там умирает, все такие, о, спайк упал, сейчас мы его... А иду в другую точку, вот так просто, уже когда все заняли, забрали пачку, ставят пачку и доигрывают раунд. Все, типа, то есть для тех, кто этого не знает, это, ну, будет вообще шок, то, что они с этим первый раз столкнулись. Для тех, кто знает, они уже сразу, ну, в большинстве случаев, если внимательны и следят, какие есть ультимейты у оппонентов, они понимают, что к чему. И есть вторая штука, которая, она будет, я не знаю, в скольких ситуациях она может пригодиться, но просто чтобы вы понимали, если вам кто-то вот так вот тагнет оружие, к примеру, и вы на него вот так типа телепорт сделаете, вы можете забрать оружие. Не знаю, в каких ситуациях это может потребоваться, но просто знайте, то, что так можно делать. Вот. Ну и в принципе по атаке все. Вот что могу вам сказать, какие хорошие применения есть у данного агента. Если подытожить, то данный смокер, он является более агрессивный, чем все остальные представители, ну, то бишь там Brimstone и, ну, Астра и Вайпер. Ну, Вайпер это такой отдельный все-таки персонаж. Вот. Оман может играть, как вы часто видели, это довольно-таки агрессивные агенты, которые пытаются находить где-то преимущества, и они любят идти первым, потому что, не знаю, у него какие-то такие набор способностей для того, чтобы создавать space команде, ну, создавать пространство для игры своим тиммейтам. Это то, ну, он не такой медленный, он агрессивный, вот персонаж. Если вы любите какие-то агрессивных, с помощью своих способностей создавать пространство для вашей команды, почти как не он, то этот персонаж вам подойдет. И я рекомендую его для игры. В принципе, если еще одна из особенностей, то что в атаке вы должны рисковать. То есть вы могли увидеть там какие-то неудачные телепорты, там какие-то наглые телепорты, которые ты такой подумаешь, да что он делает, типа все это могут прочитать. Но иногда какие-то наглые такие телепорты, они вводят оппонента в ступор, и они могут, может быть, медленно среагируют, а вы их за это накажете. То есть там, к примеру, там банальные темы, там два вот таких вот смока, там дать два телепорта вот таких вот. Оппоненты могут подумать, блин, ну никто так в жизни не делает, ну это очевидно, что ты здесь, а ты фигакся, ты здесь. И ты типа делаешь что-то неожиданное, то, что они этого не ожидают. И в этом вся фишка данного агента, то что вот эти телепорты, это очень... Я поначалу, когда его тренировал, я не любил использовать телепорты, я их использовал очень прямолинейно, да, то есть дал какой-то килл, взял, улетел, все. Я не пробовал, к примеру, дать килл и вот в наглую вот так вот сделать телепорт. Оппоненты же могут, ну просто, ну какой типа дурак вот так сделает. А ты это берешь и делаешь, и они этого не ожидают. К примеру, может быть две ситуации, когда ты один раз нашел преимущество и сюда улетел,
А может быть повтор данной же ситуации, и ты сделаешь телепорт вот сюда, и все. И типа они этого ожидать, ну, могут не ожидать. Вот. Поэтому на этом персонаже, мне кажется, нельзя бояться делать какие-то вот такие мувы. Вот. Это, наверное, основной совет для тех, кто будет тестировать или продолжать играть на данном агенте. Вот обзор Ноумана подошел к концу. Более подробно буду рассматривать его в следующих видосах уже на определенных картах. Пишите в комментариях, какие карты вы хотите увидеть в первую очередь. Да, и также маленький праздник у нас на канале. У нас 1000 подписчиков, поэтому спасибо вам большое за данную поддержку. Следующие цели у нас будут выше. Постараемся делать контент лучше намного. Так что наша следующая цель это 10 000. И я надеюсь на вашу поддержку. Так что спасибо вам всем большое за поддержку.